Здесь, на кристально чистом льду самого глубокого озера планеты, начинается история, в которой каждый участник как строка о смелости, красоте и преодолении. 20 первопроходцев, смелых и амбициозных, испытают свои силы на уникальном природном катке. Здесь нет бортов, нет привычных ориентиров, только бескрайний лед и бездонное небо. Так, может быть, стоит принять его вызов и выйти за пределы привычного? Это не просто лед, это испытание. Удастся ли им покорить Байкал? Скоро увидим. Зимний Байкал — это настоящий рай для всех поклонников активного отдыха на природе. Хотя иногда он может показать себя совсем с другой стороны. Ветер здесь меняет свое настроение за секунду. Солнце ослепляет сильнее прожекторов, а лед далеко не идеален. Он трескается, дышит и гудит под ногами. Впервые наши фигуристы выходят на лед Байкала. Что они чувствуют? Как будут справляться с этой природной мощью? И смогут ли быстро адаптироваться к необычному и новому для себя льду? Всем привет! Мы на Байкале. На Первом канале турнир, который все его участники точно запомнят на всю жизнь. А вот, кстати, они. Сегодня знакомимся со льдом. Какие эмоции у тебя? Невероятно, сейчас? очень красиво, очень прикольно, очень все классно, здорово, суперски. Попрыгал, нормально, уверенно, все Да? четко. Было ли твоей мечтой покататься на Байкале? Да, было. И Первый канал исполняет мои мечты. Первый канал всегда исполняет мечты. Да. Слушай, ну как? Крутые эмоции, все настолько красиво. Тренер меня выгонял со льда, потому что холодно, ветрено сегодня достаточно. Ага. Но мне хотелось еще остаться покататься, потому что, наверное, это мечта детства какая-то, знаешь, заложенная еще там с корней. Я до сих пор пребываю в каком-то эмоциональном шоке. Ну, это приятный шок. Да, это приятно. Впечатления, на самом деле шикарные. Я ни разу не бывал здесь прежде и испытываю какие-то фантастические эмоции, наверное, на всю жизнь запомню. Вообще отличается лед искусственный от натурального? Как будто бы не сильная разница видна. Вроде прыгается, толкается так же, вкатывается так же, если все правильно делать, нормально. Поделись своими эмоциями, потому что здесь все-таки ты катаешься. Это не обычный закрытый каток, это просто бескрайние просторы. Ощущения, эмоции невероятные. Лед невероятный, такой прозрачный. И даже иногда страшно становится от его прозрачности, потому что тебе кажется, что вот-вот он не плотный, а, насколько я знаю, целых 70 сантиметров здесь. Я только заметила, что он мягенький такой, похрустывает, красивый. Едешь, наслаждаешься. Едешь против ветра, и ты еле едешь. А потом поворачиваешься, и тебя ветер несет. И ты даже не толкаешься, ты просто едешь сам. То есть качество льда, на твой взгляд, отличное? Мне кажется, шикарное. Байкал. Спасибо, Байкалу. Ставим лайк. Да. 5 из 5. Лед очень красивый. Это необычный опыт такой. Масштаб ветреный. Вращение без шансов, пока сдувает слишком. Вдруг ты собрала, и все.
Тяжело вот тут туда в горку, когда ветер дует, тут вот это сложно. Ну Нужно чуть ничего. делаешь, тебя в обратную сторону. Зато уносит. представляешь, как ты будешь ценить на соревнованиях, что нет ветра? Да, это точно. Если правильно подгадать траекторию вместе с ветром, то можно сделать и пятерной прыжок. Если ветер поймаем, то можно и пятерной крутить. Как прошла твоя сегодняшняя борьба с ветром? Прошла хорошо. Успешно? Хорошо, что прошла. Я просто стою. Я тоже просто думаю о том, как не упасть в этот момент. интервью. Мы можем Ань, расскажи, все ли задуманное удалось сегодня? В плане катания пока есть нюансы и сложности. Расскажи, Придется- нам всем интересно. Получается, что вот здесь тренировочная арена, и ветер дует с той стороны. И в одну сторону ты не можешь ехать, потому что ветер тебя дует в лицо, а в другую, наоборот, тебя очень сильно сдувает, и ты катишься за скоростью света. Я, конечно, с горем пополам там 1/4 сделал, но это было очень Какой? непросто. Сальхов. Хотел четверной попробовать, но как бы, наверное, Меня сдувает. наверное, надо пока паузу Паузу какую-то. взять. Сама Да. видишь, что происходит. Боги Байкала. Нам нужна хорошая погода. Да, пожалуйста. А интересно, слышно лед? Расскажи, с какими эмоциями ты сюда ехала? Это моя мечта покататься на Байкале, и она так неожиданно исполнилась. Это, наверное, было бы очень сложно организовать самому, вот. Но я очень рада, что это организовал Первый канал. Где можно почувствовать такие ощущения? Нигде. Нигде. Кто вообще мог подумать там год назад, что там мы будем стоять на Байкале и не просто там приехали, не знаю, влог снять, а будет полноценный турнир. Дать сложно, но от этого еще интереснее. Ого, Соня, смотри, какие у нас красивые подарки. Вот такая вот милая и приятная на ощупь нерпа. Самая настоящая байкальская. Да, кстати, вживую нам не удалось их здесь увидеть, но они вполне реалистичны. Да. Еще у них есть ресницы. Красивые. Реснички вообще замечательные. Какой, интересно, объем. Дарите девушкам плюшевых нерп. А еще стильную одежду, разнообразную обувь, аксессуары, товары для дома и электронику. Все для подарков легко найти и просто заказать с выгодой на Озон. Это уже не растерянность, это интерес. Они начинают чувствовать, как ведет себя лед, и пробовать себя. Да, это выглядит как тренировка, но только границы катка — горизонт. Первый день наши фигуристы в основном боролись со стихией, получая незабываемые эмоции. Сейчас первая серьезная тренировка на Байкале. Мы обязательно посмотрим на это повнимательнее. Знаешь, но об этом невозможно молчать. Ты проехала просто лучше всех. На такие каскады еще, по-моему, никто не решился. Сейчас я вышла на лед, и я прям наслаждаюсь всем тем, что происходит. Вот этот вид, горы на заднем фоне, этот прекрасный лед, на котором мы катаемся. Это не передать словами, эту красоту, поэтому просто наслаждение сейчас. Ой, ее сдувает. Каково кататься здесь, когда вокруг такие пейзажи? Кататься очень красиво, смотреть на эту красоту безумно нравится мне. Здесь побывать — это была моя мечта, и я очень рада, что она осуществилась. Мы подготовили специальный номер, шили специальный теплый костюм красивый. Кто там тренируется? Соня? Насколько тяжело именно просто из-за того, что холодно? Купили грелки, которые клеятся и к телу, и к стелькам, но сейчас у меня их нет. Ну и, конечно, двигаться много. Пока прыгаешь, пока делаешь всякие заходы, разгоны, оно не так сильно ощущается, потому что в движении. Ты одна, вот этот лед Байкала, Мне так понравилось. бескрайние горизонты. Ты вообще сама успела, помимо тренировки, понаслаждаться видами? Но это я в моменте все наслаждалась. Я же отъехала и для этого в том числе. Вот, потому что это вообще было моей мечтой покататься на открытом прям Байкале.
И, в общем, я поехала исполнять их на том участке. Молодец, есть мечта, надо брать все в свои руки и идти и делать. Так что все учимся у Сони. Байкал исполняет желание. Какое твое желание? В ближайшем будущем хочу на Олимпиаду поехать, там хорошо выступить. Как-то ты не очень уверенно это сказал. Надо увереннее говорить. Ну, ладно. Твои ощущения? Какие они сейчас? Я, во-первых, вообще первый раз катаюсь на открытом катке, и вот сразу вот на Байкале. Первое, что заметил, это потрясающий вид. Все равно от старта к старту как бы вид особо не меняется. Ну а тут вот уже кардинальная разница. Вообще, то, что мы здесь сейчас проводим такое мероприятие, это большой восторг и уважение всем, кто к этому причастен. Ну, начало мощное. Да. Всем в одну сторону легче прыгать, а в другую тяжелее. Ну, поэтому... Хотя кстати, они можно... все против ветра лучше прыгают. Вау. Возможно, это было первое сальто на Байкале. Я, честно говоря, когда только приехала сюда, думала, что они вообще ничего не смогут сделать. Но наши спортсмены кремень. Они даже на Байкале сделают тройные, четверные и все что угодно. Вечер перед соревнованиями на Байкале завершается для фигуристов настоящим шаманским обрядом и жеребьевкой стартовых номеров. Здесь, в сердце Байкала, фигуристы попадут в мир традиций, которые передавались веками. Стартовать всегда сложнее, но здесь все наоборот. Чем раньше ты выходишь, тем выше шансы на идеальный прокат. Так кому улыбнется удача? И кто первым испытает Байкал на прочность? Мы приехали к шаману. Ань, согласись? Звучит. Еще как. Дальше мы, честно говоря, даже сами не представляем, что будет происходить, но точно будет интересно. Уверена, вы такого еще не видели. Ничто не вечно в этом мире. Пройдут года и поколения. Кочевник долго будет помнить добро и мудрость тех времен. Пастух, кочевник, созерцатель, орлы, летящие высоко, и небо синее над степью, все так же вечной мудрости полны. Желаю вам достижения успехов, удачи, благополучия, чтобы в ваших семьях, дома было все благополучно. Вам успехов творческих, спортивных достижений. Мы будем радоваться, болеть будем за вас. Дальше у нас церемония жеребьевки. Узнаем, в каком порядке девушки и парни завтра выйдут на лед Байкала. Но и это еще не все. Смотрим. Аделька, проходи. Какой номер хочешь вытащить? Ну, хотелось бы первый, но сейчас как будет. Давай, проверим. О, ну почти. Ну что, тест на удачу пройден успешно. Я бы хотела где-то в начале. Давай посмотрим. Посмотрим, что из этого получится. Но мы не расстраиваемся. Девочки все хотят кататься в начале, потому что лед будет самый чистый и, соответственно, удобнее всего исполнять элементы. Я правильно понимаю? Да. Ну, не первый, но тоже в начале. Аплодисменты! Ура! Главный везунчик выявлен уже. 7-й. А, ну Семен, кстати, мое число. 5-й. 4-й. 6-й. Юху! Первая тройка, было бы славно. Оп! Похлопаем. 7-й. 3-й. Сразу я вижу. Молодец, сразу пошел, сразу вытянул.
5. 6. Сразу? Сразу 2. Счастливая? Да. Жеребьевка парней завершена. С нетерпением ждем соревнований. Петя, какие классные подарки нам принесли. Может, посмотрим, что там внутри? Давай посмотрим. Это нерпа. Байкальская нерпа. Она очень милая, Да, очень. красивая. Любой подарок можно заказать с выгодой на Озон. Для этого не нужно ставить шоу на паузу. Заходите в приложение и заказывайте все желанное. От одежды и аксессуаров до электроники и товаров для дома. День, ради которого спортсмены преодолели тысячи километров, вышли за рамки привычных условий и оказались здесь, на льду, созданном самой природой. Байкал не спрашивает, готов ли ты. Он просто смотрит. Каждое движение, каждую ошибку, каждый вздох. И вот, наконец, пришло время официальных соревнований. На самом красивом льду планеты, на легендарном озере Байкал, очерчена небольшая площадка, которая соответствует официальным размерам катков по фигурному катанию. Лучшие одиночники России выяснят, кто же из них увереннее остальных чувствует себя на диком и непредсказуемом льду самого глубокого и самого красивого озера на планете. Халун файнер күтәрәкте. Убут хамдайды күтәрәкте. Итә хатты файнер. Там сагат. Ургум рахсакты. Орда күтте итә хатты файнер. Сак. До начала соревнований остаются считанные минуты, и пока мы ждем этого старта, давайте посмотрим на танцевальный дуэт. На льду Байкала с показательным номером трехкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь от чистого истока в прекрасное далеко, в прекрасное далеко я начинаю путь. Слышу голос из прекрасного далека, он
зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго: а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока в прекрасное далеко, в прекрасное далеко я начинаю путь. Ваня, Саша, мне кажется, что танцы — это тот вид фигурного катания, которым можно восхищаться и наслаждаться бесконечно, как и красотой Байкала. И когда все это соединяется, это просто невероятное зрелище. Поделитесь своими эмоциями, каково кататься здесь, на Байкале, в такой невероятной атмосфере, с такой природой. Ты знаешь, мы вот приехали, когда первый раз сюда на площадку, и был дикий ветер вообще. И мы такие были в восторге от этой всей красоты, но немножко не понимали, как мы будем кататься, потому что в одну ты едешь в прекрасную сторону, даже тебе помогает, а в другую ты вообще не двигаешься, на месте стоишь. Вот, но сегодня и погода, и красота, и вообще удовольствие от того, что ты в этом месте, они переполняют тебя эмоциями. И я катался, я даже не мог, наверное, осознать, что это происходит. И вот сейчас, когда ты задала этот вопрос, я понимаю, насколько это уникальное место и насколько это уникальное соревнование. Это восторг и удивление, и вообще масса впечатлений. Ну, действительно, зрелище, мне кажется, завораживающее, особенно смотря на наших одиночников, как они исполняют такие сложнейшие прыжки. Мне кажется, это будет очень интересно для зрителей и для нас, самих ребят. То есть здесь побывать — это огромное удовольствие, поэтому спасибо огромное всем, кто принимал в этом участие, организаторам всем. Невероятно, это просто невероятно. Мне кажется, что танцоры — это еще те, кто могут лучше всех оценить качество льда. Вообще, как оно ехалось, насколько вот, какую оценку поставить байкальскому льду? Если брать чистый лед, вот когда ты выходишь, где чистый лед, то он, конечно, вообще невероятный. Во-первых, ты как бы привык, что ты смотришь вниз, там ничего нет. А тут ты смотришь вниз, и как будто невероятная глубина, эти все краски, да, и это все впечатляет. Я даже, знаешь, не могу вот так вот оценивать это по своим профессиональным качествам, потому что это немножко совершенно иная ситуация. И когда ты здесь выступаешь, ты получаешь совершенно иной уровень удовольствия. Так что я не знаю, что может переплюнуть теперь вот такое выступление. Необычные природные условия не исключают привычных технических требований к соревнованиям, и мы ждем от наших участников исполнения традиционного набора сложнейших элементов, включая, конечно же, четверные прыжки. Единственная тонкость: из-за мороза соревновательные программы будут несколько короче обычного. Красоту зимнего Байкала на этом уникальном турнире будут подчеркивать наши прекрасные одиночницы, включая двух чемпионок России Аделию Петросян и Софью Акатьеву, а также спортсменок, обладательниц медалей на чемпионатах страны Дарью Садкову, Софью Муравьеву и Алину Горбачеву. Т-банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Т-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Открывает наши уникальные соревнования Софья Муравьева. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois. Un coup de pourquoi, le
cœur du bonheur. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays. И впервые на байкальском льду чистейшее исполнение каскада из 3 прыжков от Софьи Муравьевой. Sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras roi. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu 2 fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai. И словно из-под воды мы сейчас с вами подглядываем за тем, как Софья Муравьева исполняет свой тройной прыжок. Te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboyeur, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Как же красиво выглядит эта программа на практически нетронутом еще байкальском льду. Сказался первый стартовый номер для спортсменки. Сонечка, я поздравляю тебя с шикарным прокатом. По-моему, все хотели выступать в самом начале, но тебе улыбнулась удача. Я знаю, что мечта твоя была покататься на Байкале. Поделись вообще эмоциями, как это было? Да, мне очень понравилось. Но я не могла насладиться полностью, потому что я контролировала, мне кажется, каждое движение. В конце там я чуть не упала, мне кажется. Вот. Потому что все-таки лед немного неровный, и определенную скорость невозможно набрать. Вот. Я там на 6 минутке уже упала к надписи «Озон». Я такая, все, первое падение, первое катаю, что мне везет на первые места. Только не в том месте. А мы, в отличие от Софьи, сумели в полной мере насладиться ее прекрасным катанием и ее превосходным выступлением в этих непривычных, но уж очень красивых условиях. И в данной ситуации, пожалуй, можно сказать, что зритель находится в более выгодном, более привилегированном, что ли, положении по сравнению со спортсменами, потому что мы с вами можем наблюдать эту красоту с разных ракурсов. Первые оценки и первые ориентиры для остальных участниц. 64,75 — это результат Софьи Муравьевой. Музыка победы в вашем мобильном. На льду потрясающего озера Байкал двукратная чемпионка России Аделия Петросян. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, voilà. И снова каскад. Каскад, к сожалению, не самый удачный, но все-таки сделанный этой прекрасной спортсменкой. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Voilà, voilà, voilà. Voilà, juste ici, moi, mon rêve, mon envie. Comme j'en crève, comme j'en ris. Me voilà dans le bruit. Немножко иная расстановка прыжков, тройной флип в качестве сольного прыжка у Аделии Петросян. Ne partez pas. Je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours.
Вот мы видим, что все-таки не так точно, как мы привыкли видеть, выступает Аделия Петросян, но, несмотря на это, ее программа нисколько не потеряла в выразительности. Адель, мы говорим тебе спасибо за этот прокат. Это было невероятно красиво. Ты одна из самых миниатюрных участниц, и я знаю, что в первые дни тренировок тебе было сложно на этом льду. Расскажи, как в итоге справилась и с волнением, и с погодными условиями. Ну, волнения не было особо, просто хотелось доехать. А вот с погодными условиями сегодня повезло, сегодня хотя бы нет ветра. Игорь Маркович, а вы за что больше переживали, когда Адель каталась? За элементы или за то, чтобы на шагах не помешала какая-нибудь трещина на льду, может быть? Я больше всего переживал, конечно, за здоровье спортсмена, чтобы она никуда не въехала, ничего не повредила. И поэтому основное требование было: всю жизнь мы говорим спортсменам не смотреть вниз, когда они катаются. Здесь я просил ее смотреть вниз, наоборот, никуда не въехать и быть аккуратным. Каждую трещинку на льду успела разглядеть, пока каталась? Я вообще ничего не видела. Спортсмены внимательно слушают. Нет, там невозможно. Солнце светит, трещина видно только, точнее чувствуешь только ее не видно особо. Ну, я тебя в любом случае поздравляю, ты справилась со всеми трудностями, которые были на твоем пути. Но вот обратите внимание, насколько отличными от привычных соревнований являются ощущения как самих фигуристов, так и их тренеров, и они обращают на совершенно другие вещи собственное внимание. Это, конечно же, очень непросто, но, тем не менее, по-прежнему продолжаю подчеркивать, что это очень и очень красиво. Вряд ли Аделия Петросян может быть на 100% довольна своим выступлением. Она настоящая максималистка, но сейчас, тем не менее, она выходит на лидирующую позицию, на балл примерно, опережая Софью Муравьеву. Байкальскую атмосферу своим присутствием украшает серебряный призер чемпионата страны Алина Горбачева. Свет слепой звезды, ложь на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Ух, какой длинный, какой классный, какой сложный и чистый каскад исполняет Алина в качестве первого прыжкового элемента. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь советом. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Вот же повезло, да, тем, кто оказался во время выступления Алины Горбачевой на борту этого судна на воздушной подушке, которое используется специально зимой для передвижения туристов по байкальскому льду. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих И чистейшее, очень уверенное уже в самой концовке программы исполнение тройного луца Алины Горбачевой. снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. Всем привет с Байкала. Привет.
Всем привет с Байкала. Алина, спасибо за такое невероятное выступление. Я знаю, что эту программу ты готовила специально для выступления здесь. Расскажи, как выбирали музыку, может быть, старались вот как-то под этот красивый антураж ее подобрать? Да, мы выбирали музыку довольно долго и хотели, чтобы на этом прекрасном фоне выглядело красиво. Надеюсь, у нас получилось. И программу, и костюм мы старались сделать так, чтобы это выглядело здесь красиво, подходило под пейзажи. Я со своей стороны скажу, что это точно получилось. Все смотрелось невероятно красиво. Расскажи, с какими сейчас впечатлениями ты можешь вспомнить этот прокат? Знаешь, что ты тоже мечтала покататься на Байкале. Да, я мечтала давно побывать здесь и покататься, естественно. Очень было красиво кататься и смотреть на природу вокруг. Во время проката успела посмотреть, какие пейзажи вокруг, на горы, может быть, птички мимо пролетающие? Во время самого проката я больше смотрела на лед, чтобы проехать по более гладкой части, объехать какие-то шероховатости. Но так я вот сижу и восхищаюсь просто этой картиной. А мы восхищаемся этой специально поставленной к этому турниру программой от Алины Горбачевой, которой действительно удалось объехать все, абсолютно без исключения, шероховатости и представить нам свою постановку в лучшем виде, в том, в котором, наверное, мы даже и не мечтали. Великолепное выступление, и хочется верить, оно заслуживает самых высоких оценок от арбитров. Алина Горбачева на льду Байкала, вот кто уж точно смотрелся органично. И да, обратите внимание на оценки, она сейчас выходит на уверенную первую позицию. Зимняя сказка Байкала продолжается, и очередную ее главу напишет Вероника Еметова. За тобой не закрывая дверь, я живу уже который год. И с тех пор отчет моих нечаянных Каскад из 3 прыжков в начале программы достаточно уверенно. кого-то ждет. Опять метель, и мается былое в темноте. Опять метель, две вечности сошлись в один короткий день. Короткий день. Согласитесь, в непривычном образе выходит на байкальский лед Вероника Еметова от такой ярко выраженной спортивной составляющей к красивой нежной лирике. Ведь теперь у нашей повторившейся любви станет сроком давности вся жизнь. Ну и, конечно, никак нельзя было обойтись без этого, да еще несколько раз повторенного фирменного элемента Вероники Еметовой, который очень красиво смотрится в антураже байкальского льда. Две вечности сошлись в один короткий день. Вероника, ты нас сегодня просто заворожила своим катанием. И настолько вот в этом прокате все сошлось, и музыка, и общая картинка, и то, как ты прокатала, насколько это было чувственно, просто невероятно. Поделись своими эмоциями после проката. Ну, эмоции смешанные, конечно. Вот, ну, в целом, конечно, не получилось сделать то, что было задумано. Ну, и так тоже сойдет. Вот.
Мне кажется, тебе надо будет обязательно пересмотреть со стороны, потому что со стороны просто только слова восхищения, это было просто невероятно. А вы расскажите, довольны прокатом Вероники? Да, конечно, первый раз такое происходит, что на природе, и благодарен нашему хореографу, что именно вот песня совпала вместе вот с тем, где мы находимся. Волновались вообще, когда Вероника выступала? За что больше всего нервничали? Да я всегда волнуюсь, переживаю, будем говорить так, за то, когда Вероника катается. Хотелось бы, чтобы она открыла себя изнутри. Вроде у нее все получилось, молодец. Как думаешь, кто больше волнуется, когда ты катаешься, ты или тренер? Да, наверное, оба волнуются. Но сегодня этого вообще не было заметно, и это самое главное. Но сейчас волнение уже пора оставить позади, ведь соревновательная программа окончена, осталось дождаться оценок. Кстати, техническая бригада очень строгая, это, напоминаю, официальные соревнования, и недокруты выставляют специалисты Вероники Еметовой и на тройном луце, и на тройном флипе, и это, разумеется, снижает техническую оценку этой фигуристки. Ну а этот элемент, задний шпагат, фирменный элемент Вероники Еметовой, он роскошно смотрится на байкальском льду. Оценка, к сожалению, не самая высокая, и Вероника сейчас занимает только 4-ю строчку. Следующей свою соревновательную байкальскую программу представляет нам Анна Фролова. Но ты пришел в этот мир не один. Люди ведь знать не могут, что ждет их впереди. Но ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем ответы, поднимаю взгляд в небеса, слышим их голоса. Как на искусственном льду, практически как на привычных соревнованиях. Анна Фролова легко и спокойно исполняет каскад из 3 прыжков. Еще один тройной лут. Не сойдешь с пути, ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем ответы, поднимаю взгляд в небеса, слышим их голоса. Да, ура! Не, нормально, а что? У меня отмерзли губы. Ну, слушай, губы и уши. Заживут до свадьбы. Ань, мы просто наслаждались твоим прокатом, и было ощущение, что ты прямо во время проката тоже отпустила себя полностью, наслаждалась. Как тебе это удалось, учитывая, что здесь столько тонкостей и нюансов? Не знаю, но вот как-то на 2 минуты с чем-то смогла себя настроить, что можно расслабиться и просто кайфануть. Неважно, 5 раз я упаду или 10. Заряжалась но сегодня силой не упала. Байкала. Да, заряжалась силой Байкала. Вот. Реально кайф огромный такой на воздухе, с музыкой, с настроением. В общем, я нереальные эмоции испытала от этого проката. Надеюсь, зрители тоже. Возможно, со стороны я просто шла пешком, конечно.
не уверена. Скажу со стороны, нет, ты просто летела, порхала. Бежала пешком. Нормально. Но я пыталась двигаться, тут бывает сложности Что же есть. самое сложное? Это сделать, например, прыжки, вращения или просто кататься, дышать? Самое сложное — это объехать некоторые нюансы, которые есть на естественном льду. Ну куда без них? Для того, чтобы спортсменам было легче ориентироваться, и вы могли это видеть в том числе и во время проката Анны Фроловой, организаторы самые сложные места, где на льду появляются трещины, отметили специальными плюшевыми игрушками, такими милыми байкальскими нерпами. И Анна Фролова очень легко, вот, обратите внимание, очень легко этих сложных мест избежала. Представляете, как звучит эта музыка, простираясь на многие и многие километры на открытом байкальском льду. Потрясающее звучание и прекрасный прокат. Прокат, который приносит Анне Фроловой, надеемся, высокую позицию. Да, пускай она не лишена самоиронии, но у нее сейчас промежуточное, между прочим, первое место. Ни много ни мало. Анна Фролова, лидер соревнований. Самое известное озеро в мире встречает Ксению Гущину, которая прибыла на Байкал из Санкт-Петербурга. Мы не нуждаемся в рецензии нашего фильма. То, что ощущаем мы, другим не видно. Сегодня молния и гром, завтра мир. Но мы по сторону экрана, что закрыт ширмой. Мы вдвоем, и нас давно уже накрыли волны. Но мы живем. Ксении такое впечатление: нет разницы, на каком искусственном, естественном, солнечном ли льду выступать. Она всегда уверенно и стабильно катается и прыгает. Солнцезащитные, мы с тобой внеорбитные. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс. Мы наденем солнцезащитные, мы с тобой внеорбитные. Да, солнцезащитные тачки здесь не помешают, ведь и марсианские, и пейзажи Венеры вполне можно найти для себя на Байкале. Пусть нам не узнать из книжек или новостей, каким же будет новый день. Ветром по воде, и мир даже не посмеет поставить под сомнение этот терпкий вкус наших светлых чувств. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс. Мы наденем солнцезащитные, мы с тобой внеорбитные. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс. Мы наденем солнцезащитные, мы с тобой внеорбитные. Ксюш, ты сегодня всех нас согрела своим прокатом, и миллионы глаз, которые, я думаю, смотрели твой прокат на экранах. Поделись своими впечатлениями. Байкал, бескрайний вообще лед, просторы, невероятной красоты природы. Что ты ощущала, когда каталась здесь? Очень рада находиться вообще здесь. Впечатления невероятные. Очень красиво. Вот. Очень рада, что меня сюда пригласили. Ты с невероятной легкостью исполнила свою программу, сложнейшие элементы, тройные прыжки. А для тебя вообще были какие-то сложности? Вначале были сложности подпривыкнуть ко льду, конечно. Но так, надеюсь, что все было хорошо. Какую оценку поставим байкальскому льду? Ну, думаю, 5 баллов из 10. 5 из 10. Ну, зато давай, красоту Байкала оценим. Да, красота 10 из 10. Фигурное катание на открытом льду в прямом смысле открывает новые границы для творчества. Если вы полны творческих идей, то креативная студия «Рутюб» поможет открыть новые горизонты.
Снимайте, загружайте видео, и пусть о вас узнает вся страна. Несмотря на байкальские морозы, тем не менее, наши спортсменки хотят оставаться красивыми в этих соревновательных платьях, и они лишь слегка утепляются для своих выступлений. Выступление Ксении Гущиной приносит ей чуть больше 61 балла, что приносит ей в настоящий момент текущую 5-ю позицию. Днем рождения! Еще одна чемпионка России на байкальском льду – Софья Акатьева. Сосредоточена, но очень уверенно исполняет свой каскад, пусть даже с небольшим недокрутом на 3-м прыжке Софья Акатьева. К опасным местам ближе остальных подходит Софья Акатьева и исполняет возле них одно из самых эффектных вращений своей программы. Сонечка, поздравляю тебя с прекрасным прокатом. Знаем, что много сложностей было и на тренировках, и на разминках. Приспособиться к этому льду, к погодным условиям. Но ты вышла и все сделала. Такое ощущение, что лед Байкала придал тебе силы. Расскажи нам, как это было? Очень интересное ощущение, на самом деле, за эти 3 дня. Но с каждым днем было легче, потому что как-то привыкаешь, и конек лучше едет. Плюс я там раскаталась тоже до своего проката. И в целом здесь атмосфера такая заряжающая, тут такие горы прекрасные. И, в общем, атмосфера очень крутая. Хотелось чисто откатать, и получить хорошие эмоции. Вот. Здесь удобно получается, да, что помимо основной арены везде лед, и можно разминаться где угодно. Так было. Пожалуйста. Вот если ты будешь вспоминать Байкал, что самое первое тебе вот из этой поездки вспомнится вообще? Главное впечатление, главная эмоция? Ну, эмоция, думаю, позитивная, но первое, наверное, вспомнится, какой сильный ветер был, когда мы сюда приехали, когда мы пытались раскатываться и так далее. У нас немножко другие были ожидания, но через эти препятствия мы прошли все, привыкли, и сегодня вот на соревнованиях будем показывать свой уже подготовленный результат. Да, в первый день всех буквально сдувало ветром, сегодня мы еле держались за лед, а сегодня солнышко, прекрасная погода, и вообще природа благоволит нашему турниру замечательному. Да.
Ну а бескрайние тренировочные просторы — это, конечно, новое слово в фигурном катании, которые, кстати, мне кажется, помогли Софье Акатьевой еще и получить удовольствие от своего выступления. В свое время, несколько лет назад, в интервью Первому каналу Соня призналась, что она хотела бы однажды выступить на Байкальском льду. И во многом именно благодаря тому желанию Софьи и стал возможным этот турнир. За свое выступление Софья Акатьева получает сумму, которая позволяет ей показать текущий 5-й результат. Заключительный стартовый номер этого уникального турнира у серебряного призера чемпионата России Дарьи Садковой. I was wondering if after all these years you'd like me to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello from the other side. I must have called 1,000 times. Несмотря на то, что даже дважды, мне показалось, посмотрела Дарья на лед перед исполнением каскада, все-таки скрутить 3 оборота в первом прыжке у спортсменки не получилось. Не все, к сожалению, поддается контролю. Ну, это Дарья Садкова. Мы знаем и любим ее именно такой. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all in the deep. Невероятная возможность покататься на этом льду, абсолютно невероятных условиях. Какие твои эмоции и впечатления? Ну, это просто невероятно, здесь очень красиво. И кататься здесь одно удовольствие. Вот. Пока, наверное, еще не совсем осознаю вообще, что происходит. Это потому что только снилось, наверное, каждому фигуристу покататься на Байкале. Вот. И у каждого спортсмена, фигуриста. Это, наверное, очень большая мечта. И я очень рада, что мне довелось покататься здесь. Да, мне кажется, очень важно осознавать то вообще, что происходит вокруг, находиться в моменте и ценить вообще каждую секунду, потому что ну, такое событие все-таки в жизни, я думаю, которое запомнится точно очень надолго, может, и на всю жизнь. Да. А вообще, если вот сравнивать ожидания и реальность, вот чего ты ожидала от этой поездки, и что в итоге, что-то, может быть, удивило? Я думаю, что реальность превзошла ожидания, потому что я не знала, что здесь будет еще вот такой красивый пейзаж перед нами. Конечно, я видела на фотографиях красивый очень лед, но вот еще эти горы еще больше добавляют каких-то положительных эмоций. Это тот самый сон, который становится реальностью и добавляет положительных эмоций, даже несмотря на не самое удачное выступление от Дарьи Садковой, которая ухитрилась и что-то не доделать, ну, классическая Даша, и порадовать зрителей, но, к сожалению, не порадоваться вот этой оценке. У Дарьи Садковой 8-е итоговое место.
А вот и таблица. Победительницей уникального байкальского турнира становится Анна Фролова, единственная, набравшая больше 70 баллов. Второе место у Алины Горбачевой. И третье сегодня Аделия Петросян. Прекрасный турнир, отличные и непредсказуемые результаты. Тоже замечательно. Т-банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Т-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Ну что, победительница, ты сегодня настоящее открытие Байкала. Расскажи свои эмоции. Вообще ожидала, что так удачно для тебя пройдет этот турнир? Вообще не ожидала. У меня была единственная цель — это не проехаться лицом по льду, честно говоря, потому что в таких условиях это вполне возможно. Вот, ну и получить эмоциональное удовлетворение от своего проката. В целом мне это удалось. Здесь погодные условия сегодня на нашей стороне. К счастью, солнечно, практически безветренно. Ну и красивые виды, замечательные. Как ты готовилась к турниру? Может быть, где-то на речках, на озерах каталась? Как удалось показать столь высокие результаты? Нет, я была крайне самонадеянна. Я помню, что я в детстве как-то мне приходилось кататься даже не на озерах, не на реках, а просто на открытых катках. Ну, там, могла с мамой сходить, с сестрой. И я приблизительно ориентировалась по тому качеству, да, по такому же, как там. Но это была ошибка большая. Ну, то есть мы еще приехали в первый день, я думала, да что там нормально двигаться буду, он просто там термобелье, лосинки погнала, штаны такие спортивные надела. Мы проезжаем, здесь ветер, порывы 40 метров в секунду, меня просто сдувает. Так моя надежда, моя самонадеянность в этот момент просто обрушилась. Ну, то есть я прям такая, да, мы себя переоценили примерно, на 9 жизней еще. Мне кажется, что погода в первый день специально показала все самое худшее, чтобы потом мы просто наслаждались и ценили. Потом мы просто пришли в номер и вот так вот сидели такие, что нам делать завтра, послезавтра, боже, можно домой. Нет, на следующий день погода уже вчера вот была получше, а сегодня вообще по-божески. Вроде не умерла, все хорошо. Вот через такие трудности спортсмену приходится проходить на пути к победе. Так что хорошо то, что хорошо заканчивается. Да, поздравляю тебя с победой! Спасибо большое. У каждой девушки есть свои сокровенные желания. Выбирайте самое желанное на Озон. От красивых платьев до необычных аксессуаров и стильной обуви. И заказывайте с выгодой, а мы доставим в любую точку России. Ну а наш турнир продолжается, и продолжается он выступлениями мужчин-одиночников. Пока мы ждем начала официальных соревнований, посмотрим на роскошный показательный номер от трехкратных чемпионов России в парном катании Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.
Сейчас Александр Галямов восстанавливается после травмы. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на лед. Байкал такого еще не видел. Да, мне кажется, никто такого еще не видел. Даже одиночникам не просто совладать со стихией природы, а уж в парном катании, мне кажется, что это просто высший уровень профессионализма, который вы вновь продемонстрировали нам. Поделитесь своими эмоциями, насколько вообще это было сложно. Это было очень красиво. Приятно, когда смотришь вокруг и горы. Как будто бы даже забываешь о том, что ты катаешь программу. И это так круто. Немножко холодно, конечно, но очень круто. Знаешь, поднимаешь поддержку, сидишь в Тодосе и любуешься видами, горами. Действительно очень круто, потрясающе. А вот когда поддержки, сложные элементы, у меня аж сердце замирало. Ты успевал разглядеть все трещинки на льду, чтобы все объехать? Да, я когда поднимал, посмотрел, как я говорил, на виды, а потом уже глаза опускались и смотрел уже именно на трещины, чтобы, как меня учили, еще по школе, помню, на ОБЖ говорили, что нужно, нельзя параллельно трещине передвигаться, а именно поперек. Поэтому... Школьные знания пригодились. Да, вот это действительно очень полезная была информация, что сейчас очень пригодилось. Знаешь, самое сложное и для парников, и, как я поняла, для одиночников, это оказались вращения. Почему? Непонятно. Вроде прыжки получаются, поддержки, выбросы, а вращение — это самое сложное. Вряд ли ошибемся, если скажем, что в нынешнем сезоне мужское одиночное — это самый интересный, самый непредсказуемый и самый захватывающий вид фигурного катания. Не стал исключением и байкальский турнир, ведь в составе 4 чемпиона России, действующий победитель финала Гран-при, в общем, весь свет российского мужского одиночного. Т-банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Т-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Первый стартовый номер во время жеребьевки вытащил победитель финала Гран-при по фигурному катанию, обладатель рекорда России по оценкам Петр Гуменник. И вот он, настоящий рекордсмен. Четверной флип, двойной флип и тройной флип. Уникальный каскад. Еще совсем недавно на соревнованиях то четверной флип исполняли единицы, а сейчас на Байкале уже первый из участников. Браво, Петр Гуменник. Ах, как жалко, а вот тройной аксель, к сожалению, Петру не покорился. Но фигурное катание — это же ведь не только прыжки, это не только технические элементы, а артистизм и, конечно, харизма Петра Гуменника ощущается далеко за пределами озера Байкал. Кейт, ну что,
рассказывай твои первые впечатления. Ну, я набрал полные легкие этого байкальского воздуха, поэтому чувствую, как тело насыщается кислородом. Голова не закружилась? Голова, ну, конечно, закружилась. И от вращения, и от красоты такой, от бескрайнего простора. Ты успел наслаждаться во время проката этими видами, или ты думал только об элементах? Ну, я делал элемент, вот, например, клип сделал, и потом начал наслаждаться. Ага. И так мне... Да и так Наслаждался, что забыл, что там еще акция тройная. Быстренько там одинарный сделал и дальше продолжил наслаждаться. Ну, а мы наслаждались твоим прекрасным катанием. Скажите, пожалуйста, что чувствует тренер, когда твой спортсмен катается на Байкале? Вы знаете, как обычно на соревнованиях чувствуется волнение все равно за своего спортсмена. И несмотря на то, что все вокруг такая красота, но когда он катает, я вижу только спортсмена. Угу. А теперь я уже увидела, как красиво. Волнение, красоты – это все, конечно же, то, что сопутствует байкальскому турниру. Но вот что мы точно не ощущаем во время такого потрясающего выступления Петра Гуменника, так это холода. 20-градусные морозы, говорите? Ничего похожего, потому что вот эти горячие российские фигуристы, они дают нам совершенно неповторимые эмоции и потрясающую атмосферу. Пусть даже не всегда чисто исполняя свои соревновательные программы, но, согласитесь, оторвать взгляд от такого Петра Гуменника решительно невозможно. 79 баллов – его результат. Еще один настоящий артист вызывается покорять байкальский лед. Что-то невероятное нам готовится показать Дмитрий Алиев. Ну, Дима, да, не усложняет пока свои прыжки в каскадах, без четверных обходится, но, к сожалению, не обходится без помарок. Тройной лут чисто, спокойно. Ну как же можно оставаться спокойным, когда Алиев катает вот так, с эмоциями, со своим фирменным сальто, с полной самоотдачей? Эх, еще бы и чисто, Дима. Как? Вижу, тяжеловато немножечко было. Да, нелегко. Но очень атмосферно, даже когда катался. Я там в паузе встал, прям
вкусил вот эту всю красоту, конечно. Да, у меня тоже было такое ощущение, как будто ты сам от себя кайфовал во время Старался, проката. да. Конечно, если бы перенести тот прокат, который там в тренировках мы делали, на нормальном льду, вот сюда, это было бы больше, наверное, по эмоциям, больше раскрыто моя программа. Но, тем не менее, что есть. Но мы не видели тебя на тренировках, мы видели твой прокат здесь, и мне кажется, что ты полностью отдался. Чего только стоит твоя поза в начале программы. Да, на самом деле, большое спасибо нашим хореографам. В сочетании с этой музыкой, с этой погодой, как будто бы сыграло, это сыграло. Тяжело вообще сделать это еще и на льду? На самом деле не тяжело, но я так вначале немножко меня трясло, что я такой думаю, господи, сейчас бы на гору туда не свалиться. Вот, но устоял так. Не, ну мы волновались, что если бы ветер был, вот здесь было бы чуть сложнее, а сейчас такая блестящая погода, супер. И классно, знаешь, что было? Я когда стоял на голове, у меня такое уединение со льдом, с природой было, я слышал только себя, даже звук сердца иногда. И понял, что это вот просто мое время посуществовать здесь, показать программу. И программа получилась. Смотрите, сколько новшества привнес своим выступлением в этот турнир Дмитрий Алиев. И стойка на голове, и, конечно, потрясающее сальто, и невероятные по исполнению прыжки, но, к сожалению, не по количеству оборотов. Все-таки тройные прыжки даже в каскадах — это не самые сложные элементы. Тем не менее, когда Дима катается так, как умеет только он, смотреть на это можно практически бесконечно. Оценка почти соответствует. Он пока второй. Спонсор турнира Т-Банк поздравляет Первый канал с 30-летием. Знакомый костюм, похоже, что и знакомая программа от двукратного чемпиона России Евгения Семененко. Et il en a assez de masquer son regard. Il en a trop fait rire des hommes et des enfants qui viennent l'applaudir. Не делает скидок на непростые погодные условия Евгений. Каскад из тройного акселя и двух тройных сальховых. Je ne joue plus la divine comédie. Ce soir, je suis tout nu au milieu de ma vie. И еще один тройной аксель с прекрасным выходом в кораблик от Евгения Семененко. Il pleure, ce soir il redevient un homme et sans chagrin. Ce soir, il est humain. Ce soir, devant vous, il a peur. Qu'importe les bravants, il ne remplace pas. Ощущение чего-то инопланетного, не находите? Телевизионные эффекты вместе с эмоциями Евгения Семененко словно переносят нас за пределы планеты Земля. Ce soir, devant vous, il a peur. Жень, твои первые эмоции. Классно, атмосферненько, понравилось. О чем думал перед прокатом и во время? Думал о чем-то положительном. Думал, вот я сейчас чистенько отпрыгну, вот буду тут сидеть и мило с тобой болтать. Ну, я рада, что у тебя все получилось. Да. Как ты думаешь? Я считаю, да.
Был один такой прикольный моментик. Ну давай ничего расскажем. страшного. Давай расскажем. Все равно ты уже откатал, судьи нас не слышат. Вот. Да нет, что, аксельки хорошие были. Касадик сделал. Ну и что-то есть, что-то было. Давай, Ну. говори нам. Говори. А ты что-то заметила? А мы никому об этом не скажем. Точно никому? Да, никому вообще. Никто не узнает, Никто кроме не тебя. узнает, кроме меня. Ну смотри, я тебе верю. Давай, Жень. Ну, гидроблейдик был немного с таким сюрпризом. Мы не Но это знаем, был сложный гидроблейд. Да, с этим проездом на голени небольшой, да. Ну это что-то Ну, новенькое. это от тебя. новенькое, да, но я постарался. Свой улучшенный гидроблейд тоже неплохо сделал. Мгм. Жень, но я не вижу твоих тренеров за бортиком. Тренеров? А они с собой на связи? Конечно, как иначе. Да, просто по определенным обстоятельствам не получилось, да? Чтобы тут еще рядом сделали Алексей Николаевич, это неправильно. Но мы прекрасно знаем, что и Алексей Николаевич Мишин, и Татьяна Николаевна Мишина довольны были бы таким выступлением своего ученика, ведь все прыжковые элементы Евгений исполнил чисто. Ну а что касается гидроблейда, то обратили внимание, как только Женя перестал использовать уменьшительно-ласкательные суффиксы, так сразу пошел серьезный разговор. В целом техническая оценка очень высокая, и похоже, что будет высокая оценка и за это исполнение своей соревновательной программы на Байкальском льду. Во всяком случае, с такими баллами Евгений сейчас выходит на промежуточную лидирующую позицию. Ну а мы готовимся получать удовольствие от настоящего артиста вне зависимости от площадки, на которой он выступает. На Байкале Роман Савосин. Как росы на туманах кругом, На высокой скорости исполняет свои прыжки Роман Савосин, хотя, к сожалению, не обходится без некоторых шероховатостей. Лед действительно уже не идеальный. прошлое кажется сном, тоски в бесотрадье. Спокойно, уверенно, но поборолся за выезд, тем не менее, Роман. А вот вращения, кстати, обратите внимание, говорилось о том, что они, может быть, даже сложнее прыжков. Роману удались напротив очень и очень уверенно. Мне некого больше любить, ах, ямщик, не гони лошадей, ямщик, не гони лошадей, и мне некуда больше спешить, и мне некого больше любить. Ах, ямщик, не гони лошадей. Ох, ямщик, не гони Что, катался, замерз, что ли? Не, в порядке, уже привыкали, катались. 2 дня здесь. Ром, но твои выступления всегда поднимают настроение, и то, что ты нам сейчас показал, не исключение. Скажи, почему именно эту программу ты решил катать на Байкале? Слушай, ну мне кажется, она подходит, нет? Вообще, Мне супер. кажется, что шикарно, и здорово, что так сложилось, что именно в этом году я поставил такую короткую программу. И она, на мой взгляд, прекрасно подходит под данное настроение. Это точно. Скажи, тебе вообще как здесь находиться? С Какие огромным удовольствием. впечатления? Вот первые впечатления от Байкала, они какие были? Ну, красота невероятная. Немножко страшно было, когда мы ехали здесь на машине по льду в первый раз.
было страшновато, но ничего, привыкли. Красота невероятная. Очень рад, что здесь нахожусь. Не боялся, когда прыгаешь, там, случайно лед может потрескаться? Слушай, вначале было страшно, но вот только сегодня с Димой и Алиевым обсудили, что, в принципе, покатались бы здесь подольше. Я думаю, что мы здесь вообще в нормальную форму бы пришли, в хорошую четверную, спокойно попрыгали. Поэтому привыкаешь с каждым днем. Становится легче. Мы тоже уже привыкли к тому, что наши спортсмены могут показывать высочайшие результаты в абсолютно любых условиях, включая дикий, практически необузданный, как те лошади из программы Романа Савосина, лед Байкала. Но вот, к сожалению, у Романа выступить на 100% своих возможностей в этой программе не получилось. Он пока на 4-й позиции. Байкальский лед готовится покорять в очень оригинальном костюме Марк Кондратюк. Место пахоты затихло, и осталось поле рыхло, дабы радость испытать, надо поле притоптать. Ах, четверной Сальхов. Один из самых уверенных прыжков от Марка Кондратюка. Природа может помогать. На сей раз обошлось без ошибок, хотя поле-то уже притоптали предыдущие участники этого турнира. Надо поле притоптать. Надо поле притоптать. Если ребра щекотать, можно просто хохотать, да в веселье утопать, на то поле притоптать. Если просто так стоять, можно сделаться скучать, да в ядрен затор поймать, на то поле притоптать. Надо поле притоптать. Все-таки Марк настоящий артист. И, кстати, выбрал программу, которая как нельзя лучше подходит к этому знаменитому озеру. Ведь здесь очень хорошо ощущается чистота русской души. Бескрайние просторы Байкала и уникальный турнир. И настоящий артист Марк Кондратюк. Что случилось? Скажи честно. Что Ты случилось? просто передавал нерпочкам привет, да? Вообще Таким ничего не образом? случилось. Кроме того, что мы на Байкале, в таком замечательном месте. И я, честно, очень счастлив, что здесь оказался. Если мне год назад сказали, что я на озере Байкал буду выступать, я бы никогда в жизни не поверил. Для меня это уникальная возможность. Поэтому сам прокат, это, честно, не то чтобы вторично, но я приехал получать удовольствие и кайфовать здесь. Получил? Да. Супер. Скажи, пожалуйста, почему именно такой выбор музыки, такая яркая программа? Кто был инициатором? Наше совместное решение с моим тренером, с Владимировной Владимировной. Ну, у меня всегда довольно нетривиальный выбор музыки. Да, эта музыка подошла, согласитесь. Нетривиальный выбор привел, похоже, что и к нетривиальному результату. Очень обидно, конечно же, за этот четверной Сальхов. Настолько стабильно он получается у Марка Кондратюка на искусственном льду, но, к сожалению, подвел в самый неподходящий момент здесь, на Байкале. Так-то все было сделано здорово, эмоционально, несмотря на то, что казалось, что Марку все-таки чуть-чуть не хватило физических кондиций.
все было сделано классно, за исключением самого дорогого прыжка. Как итог, 72,5 балла, и это позволяет Марку в настоящий момент занять 5-ю промежуточную позицию. Мы продолжаем наслаждаться видами Байкала и продолжаем наслаждаться мастерством наших фигуристов. На льду Даниил Самсонов. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. Очень хороший, очень чистый каскад, который еще завершился вот таким, к сожалению, невнятным акселем в самой концовке. Зато смотрите, какие уверенные, какие четкие, очень красивые вращения, получающие максимальный уровень сложности. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Каскад во второй половине засчитают, как думаете? Да, Обязательно, особенно Ты аксель был очень хороший. органично смотрелся на льду Байкала, как будто бы всю жизнь на нем катался. Чувствуешь такое ощущение? Ну, вот сейчас, на самом деле, не считая начала программы, после я, Она на самом была деле, эпичная. да, получил удовольствие, потому что я ехал очень хорошо вроде и достаточно красиво сделал хореографическую часть. Ну, элементы здесь уже по ситуации, но, в принципе, я получил удовольствие, тем более кататься в таком красивом месте. Даниил Маркович согласен? Своим Да, учеником. конечно, самый лучший элемент был в начале. Честно говоря, я на секунду отвлекся, потому что мне показалось, что тихо играет музыка, но когда я повернулся, он уже лежал. Насколько лед уже закатанный, и мешало ли тебе это? Ну, конечно, он был подзакатанный уже, но я старался не обращать на это внимания, поэтому, ну, как бы... Ну, я закатал его еще больше. В целом лед хороший, поэтому можно было кататься, можно было прыгать спокойно. Самое главное, вращения получились, ради чего я, соответственно, сюда приехал. Просмотр фигурного катания требует концентрации. Пропустил элемент, потерял частичку волшебства. Как же здорово, что наслаждаться фигурным катанием в любое время можно на Рутюб. Все турниры и самые яркие выступления фигуристов смотрите на Рутюб, когда удобно. Наслаждаться и ловить частичку волшебства Даниил Самсонов начал слишком поздно, и, к сожалению, он сейчас пока только на 5-й позиции. На байкальском льду, причем в прямом смысле слова, серебряный призер чемпионата России Глеб Лутфулин.
А завораживает-то не только музыка, но и каскад, смотрите, из 3 прыжков с чистым четверным сальховым в самом начале. Пальцы в рот, да веселый свист. Прокатилась дурная слава. И еще один четверной сальхов под стихи Есенина. Роскошное выступление Глеба. Смешная потеря. Много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога не верю. Горько мне, что не верю тебе. И похабничал я, и скандалил для того, чтобы ярче гореть. Вот за это веселье муть, отправляясь с ней в край иной, я хочу при последней минуте попросить тех, кто будет со мной. Чтоб за все, за грехи мои тяжкие, за неверие в благодать положили меня в русской рубашке под иконами у мира. Глеб, ну что? Ну что? Глеб, рассказывайте про свои ощущения. Мне кажется, что ты сегодня был в ударе. Да, я действительно рад этому. Сделать 2 сальхова. Удивительно. Почему? Вот. Место необычное, вот, но интересно. Наверное, поэтому хотелось сказать чисто, потому что вряд ли я когда-то еще побываю здесь. Скажи, пожалуйста, каких оценок ожидаешь? Так, каких оценок ожидаю? Чистых, красивых, как бы и то. Ну, своим прокатом я вижу, что ты доволен. Да, очень. Как будешь отмечать свою поездку на Байкал? Может, в баню сходишь? Вчера были. Вчера В уже бане, были? Да. Обычно спортсмен не ходит в баню перед... А я решил, что нужно немножко погреться и расслабиться. Расслабился? Да. Может, это будет твоей тактикой дальнейшей? Возможно. Секрет успеха от Глеба Лутфуллина – погреться и расслабиться. И смотрите, пока абсолютно лучшее выступление среди мужчин-одиночников на байкальском льду. Только Глеб Лутфуллин исполнил 2 чистых четверных прыжка. Оба раза это был четверной сальхов. И несмотря на то, что достаточно грустное произведение музыкальное было исполнено в этой соревновательной программе, тем не менее настроение по окончании этого выступления у еще одного ученика Алексея Николаевича Мишина однозначно приподнятое. Ну что же, оценки Глеба Лутфуллина позволяют ему сместить другого ученика Алексея Мишина с лидирующей позиции. Именно Глеб Лутфуллин становится первым. С днем рождения! Заключительный стартовый номер в соревновании мужчин-одиночников на байкальском льду. Чемпион России Владислав Дикиджи. Четверной сальхов. И
Здесь, по-видимому, должен был быть каскад, который не получился после приземления с четверного Сальхова, но, к сожалению, и выезд с акселя Владу тоже не удался. Честно признаться, ждал я, чего уж греха таить, его фирменного коронного четверного луца, но слишком уж сложные условия и совсем уже изрезанный лед к концу соревнований. Замерз, что ли? Вот. Я пальцев не чувствую вообще. Но мне кажется, программа удалась. Мы увидели совершенно нового Влада, другое исполнение. Скажи, пожалуйста, кто постановщик этой программы? Миша Коляда, постановщик данной программы, но Ого. мне очень жалко, что я не смог все-таки выкатать ее так, как мы с ним натренировали. Ну, слушай, Я пытаюсь человек- скорость набрать, знаешь, немножко цепляет, бывает где-то. Ага. Вот, еще нервов объезжать надо. В общем, прокат с квестами вышел такими. Ты еще выступал последний. На тебя это как-то давило? Ой, не, тут чего давить-то. Но мы вчера уже с вами обсуждали, что не повезет тому, кто будет кататься последний. Но мне кажется, что ты с мужеством таким откатал программу, и таких ярких шероховатостей не было замечено. Ну, если это так, то спасибо большое. Ну, а твои ощущения никакие были? Мои ощущения. Ощущения отмороженных пальцев, если честно. Нет, ну это невероятно, это очень классно на самом деле. Я вот работаю над этим всем, стараюсь поднимать голову, как бы замечать вот это все. И когда я там делал движение, где я поднимаю, отвожу ручку влево, я смотрю горы. Фига, как красиво. Я даже в моменте забыл, что я катаю, если честно. Вот, ну это очень круто, это здорово. Спасибо, что вывезли нас сюда. Всегда, пожалуйста. Это невероятно. Обращайтесь. Первый канал исполняет желание. Испытать на себе что-то новое и открыть для себя новые грани. В том числе новые грани таланта Михаила Коляды, теперь уже как постановщика этой программы для Владислава Дикиджи. И пускай у Владислава не все получилось, но, согласитесь, мы вместе с вами открывали для себя что-то новое, и байкальский турнир получился просто роскошным, очень красивым, очень непредсказуемым и очень захватывающим, согласитесь. Владислав Дикиджи со своими баллами в итоге получает 8-ю строчку в итоговом протоколе. Ну а побеждает спортсмен с самыми крепкими нервами, которому единственному удалось исполнить 2 четверных прыжка. Это Глеб Лутфулин. На второй строчке еще один ученик Алексея Мишина, Евгений Семененко. Третий, открывавший эти соревнования у мужчин, Петр Гуменник. Все трое из Санкт-Петербурга. Т-банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Т-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Чемпионом соревнований становится Глеб Лутфулин. В общем, это было эпично, это было круто. Расскажи, пожалуйста, как тебе сейчас в статусе чемпиона этих соревнований? В статусе, так рассказать, эмоции. Эмоции интересные, потому что для нас это сердечки, и было приятно очутиться здесь, получить прекрасные подарки, насладиться катком, и спасибо, что это Байкалу, что у меня все получилось. Да, я думаю, что нерпы там где-то на глубине за вами наблюдали. Привет передают. Да, и желали вам удачи большой. Какие первые впечатления у тебя были от Байкала, когда ты прилетел? Впечатления были необычные, потому что действительно такого еще никогда не было.
То есть слетели, добирались на автобусе, приехали в это замечательное красивое место с пейзажами. Когда первый раз мы вот сели в машину и поехали по Байкалу, было немножко страшно, необычно, но удивительные виды, и было смотреть одно наслаждение. А первые впечатления от льда, когда ты первый раз встал в коньках? Потому что я могу сказать свои первые ощущения. Это очень странно, что ты встаешь, и у тебя как будто бы подо льдом ничего нет. Ну, то есть там глубина колоссальная. У тебя какие? Да нет, такого не было. Были впечатления, когда я только вышел, что я как пингвин. Толку не могу ходить. И еще в первый день был небольшой такой ветер интересный. Вот, то есть все прыгали в одну сторону, и настолько крутило так всех, что там четверные были, можно было пятерные скрутить. И как пингвин я мог просто так и на животик. Или как нерпочка. Вот, тоже забавные ощущения были для меня. Вчера решили изменить небольшой контент и разрешили добавлять то есть можно было повторять прыжки. И мне это сыграло на руку, потому что Салихов это один из самых легких прыжков для меня. То есть я пошел и сделал 20 на 4. Ну все, получается, Салихов дал тебе удачу, да, байкальская сила придала тебе смелости, и у тебя все получилось. Да. Я тебя поздравляю. Спасибо большое. Молодец. Спасибо. Озон привозит желанное куда удобно. Милые дамы, заказывайте с выгодой из любого уголка России все, что пожелаете. От стильной и удобной одежды до полезной техники и электроники. Выбор и выгода с доставкой на Озон. Ну а после турнира можно немного выдохнуть. Потому что Байкал — это не только лед, ветер и стихия, но и заповедный край с захватывающими достопримечательностями. Оказаться на Байкале и пропустить закат было бы настоящим преступлением. Поэтому мы здесь, солнце уже садится, давайте вместе наслаждаться этой красотой. Скажу честно, я довольно давно хотел съездить и посмотреть Байкал, но просто я никогда не думал о том, что у меня это получится сделать в такой теплой компании. Это, наверное, что-то сравнивается с полетом в космос. Но, наверное, эмоции такие же, когда тело сливается с природой, какое-то космическое пространство, пространство энергии, силы, потому что эта стихия, она, конечно, колоссальная. Просто какая-то магическая атмосфера, и в моменте ты сомневаешься, что ты вообще находишься в реальности, когда видишь такую красоту вживую. Когда мы ездили, смотрели закат, я уже отложила телефон и поняла, что я хочу просто посмотреть, понаслаждаться, запомнить этот вид, запомнить эти ощущения, потому что это правда как в сказке. Меня вот эти просторы поражали. А потом, когда мы выехали еще на Большой Байкал, то я просто был в полном ошеломлении и поехал просто на коньках как можно дальше, куда глаза глядят. Там встанешь, расправишь плечи, и ветром тебя сдувает, прям к другому берегу несет. Необычный лед, красоты Байкала, горы, красивые закаты. Все, что я люблю. Где-то вот в голове, в ощущениях, в ногах. По-другому. Это не просто ты ходишь по льду или просто по земле. Это было словно в сказке. Очень красиво вокруг, очень красивый лед, незабываемые ощущения. Лед бескрайний, вообще без концов. Просто хочется объехать весь лед, все озеро. Треск льда в абсолютной тишине. Когда ты специально уезжаешь подальше от всех остальных, чтобы никто не мешал, и просто катаешься. Не прыгаешь, не вращаешься, а просто закладываешь дуги и слушаешь, как по-разному он трещит, стучит
И это вот, наверное, да, самое яркое такое воспоминание. Первый шаг на лед было даже где-то страшно, но, не знаю, получил огромное удовольствие. Где хочешь катаешься, можешь убежать куда-нибудь, где-нибудь покататься в другом месте, поэтому эмоции зашкаливали. Съездив в этот раз на Байкал, я понял, что хочу снова там оказаться. Чуть даже перезагрузка в плане головы. Когда ты катаешься головой, прям вообще отключаешься. И даже когда я катал свою программу, я не столь даже думал о программе элементах, я просто наслаждался тем, что вот сейчас, вот в данный момент я катаюсь на Байкале. Турнир на Байкале, смеешься вообще, ну кто такое придумает? Придумали. Уже не смешно, уже классно стало. Честно говоря, там была борьба не на жизнь, а на смерть по ощущениям. Даже реже, чем Олимпиада проводится, поэтому я считаю, что это очень важный турнир. Я еще и выиграл. Это вдвойне приятно. Эти воспоминания у меня останутся, наверное, на всю жизнь. Это было моей мечтой, и я счастлива, что эта мечта воплотилась. Мечта сбылась. Это, наверное, самое главное. Байкал — место, где время течет иначе, где тишина говорит громче слов, где каждое прикосновение ко льду словно диалог с вечностью. Считается, что Байкал принимает только тех, кто приходит с открытым сердцем. И если однажды ты ощутил его дыхание, услышал его голос, он останется с тобой навсегда. Спасибо за это путешествие, за прозрачный лед, который теперь сохранит каждое движение фигуристов, за холодный ветер, что закаляет характер, за тепло людей, которые делают этот край по-настоящему особенным.